мы все находили свой путь. Мы пытались слушать американскую музыку, слушать пластинки, которые мы могли найти из Америки. Вы должны помнить, что в Бирмингеме и Англии в эфире вообще негде было послушать музыку. У нас была BBC, у нас не было рок-станций, у нас не было всех этих KLC, KWLO и всего остального, что было у вас в Америке. У нас их вообще не было. Единственный шанс послушать музыку в Англии в то время была станция в Люксембурге, и она называлась «Радио 208». Вот что вспоминал Джон Лодж, один из участников легендарного состава, о своей музыкальной молодости. Надо сказать, что группа пришла к своему звучанию далеко не сразу. Начало Moody Blues в Бирмингеме в 1964 году, когда клавишник Майк Пиндер, барабанщик Грэм Эджем, флейтист Рэй Томас, бас-гитарист Клинт Уарвик и гитарист Дэнни Лейн объединились в ритм-блюзовую команду. В начале своей карьеры унылые блюзмены полностью соответствовали своему названию. Материал дебютного альбома группы почти полностью состоял из ритм-блюзов и на 80% из каверов. Тогда в группе еще не было Хейварда и Лоджа, а главным вокалистом выступал Дэнни Лейн. Именно он исполнил ударный хит альбома «Go Now», кавер на песню Бесси Бэнкс 1964 года, который попал на самую вершину британского топ. Общий гонорар составил $125 тысяч, но менеджер Алекс Уортон выдал парням по $600 на нос. С менеджером им не повезло. Он был некой разновидностью английского Плюшкина. Когда год спустя они выступали вместе с Битлз, состав получал по $3 в день в качестве командировочных. Однако я хочу поговорить о другой песне с этого альбома. Она была взята прямиком из знаменитой оперы Джорджа Гершвина «Порги и бес». Сегодня эта опера – железобетонная классика. Однако в середине 30-х годов поставить на сцене историю из жизни чернокожих американцев оказалось нелегко. Например, Метрополитен Опера соглашалась предоставить площадку лишь при условии, что все роли будут играть белые актеры, которых выкрасят в темный цвет. Гершвин посчитал, что подобное предложение не только унижает негритянскую расу, но и превращает само произведение в карикатуру. С другой стороны, часть афроамериканцев тоже была недовольна тем, что о их жизни будет рассказывать какой-то белый. Постановка «Порги и бес» состоялась в 1935 году и не снискала коммерческого успеха. Однако Гершвин был уверен, что со временем его оперу оценят, и в итоге оказался прав. Впрочем, отдельные песни из «Порги и бес» стали разбирать на хиты практически сразу, чего стоит одна колыбельная «Summertime». So, hush, little baby, don't you cry. К таким песням относился и блюз, это не обязательно так. Слова к которому, как и все либретто, написал брат Гершвина Айра. По сути, это была язвительная критика Библии, по крайней мере, ее буквального истолкования. Мол, как это тщедушный Давид сразил гиганта Голиафа, а Иона 3 дня прожил в чреве кита. Видимо, Айра не случайно вложил эти слова в уста циничного и подлого наркодилера Спортинга Лайфа. Зачем лишний раз раздражать религиозное сообщество? Постепенно успех покинул группу, и она задолжала изрядную сумму звукозаписывающей компании Decca. И тогда компания предложила рассчитаться с долгами весьма оригинальным способом. Как раз в это время британский лейбл Decca разработал новый стереоформат Dream Stereo Sound и дал Moody Blues задание записать в качестве рекламы формата 9-ю симфонию польского композитора Дворжака «Из нового света». Для этого группе даже выделили целый лондонский фестивальный симфонический оркестр под управлением Питера Найта.
Однако постепенно работа над Дворжиком была заброшена, и группа поначалу втихаря стала готовить свой собственный материал, при этом по полной используя весь предоставленный арсенал средств. Как раз к этому времени в группе произошли замены. Скупого и недалекого менеджера выгнали, приход новичков Джастина Хейварда и Джона Лоджа совпал с радикальным изменением подхода к музыке. В духе новых тенденций Moody Blues замахнулись на целую концептуальную работу. Изыски и сложность тогда были в цене, о чем свидетельствовало уже название альбома «Дни прошедшего будущего». Аннотация была не хуже. Здесь, где смешаны эмоции и креативность, где поэзия, бит-группа и симфонический оркестр подпитывают друг друга вдохновением. The Moody's решили написать картину дня обычного человека, которая ничего не берет от ностальгии о прошлом и ничего не добавляет к возможностям будущего. Проще говоря, концепция заключалась в том, что песни должны были изобразить один день человека с утра до ночи. Песни так и назывались: начало дня, заря, утро, обеденный перерыв, после обеда, вечер, ночь. Последней из них, которая полностью называлась «Ночи в белом сатине», было суждено стать самой известной композицией Moody Blues. Написал и спел ее один из новобранцев Джастин Хейвард. «Я написал нашу самую известную песню еще в 19 лет. Текст возник сам собой и был автобиографичным. Я как раз находился в конце одного любовного романа и в начале следующего». В поисках красивой метафоры Хейвард вспоминал о белых сатиновых простынях, недавно подаренных ему новой девушкой. Когда Хейвард принес новую песню в студию, его коллеги поначалу не слишком ею впечатлились, до тех пор, пока Майк Пиндер не начал играть струнную партию в конце каждой строчки. Это звучало так красиво, что остальные тоже включились в работу над песней. Надо сказать, что пластинка была по-настоящему коллективной работой. Авторами всех песен на ней значились Red Wave Knight. Red Wave – это общее название участников группы, а под Knight подразумевался дирижер оркестра Питер Найт, который, собственно, и упаковывал песни в симфоническую обертку. Забавно, что в сингловой версии Nights in White Satin работу Найта мы не слышим. Оркестр вступал в финале, который обрезали. Например, соло на флейте сыграл Рэй Томас, а струнные партии имитировались меллотроном Майка Пиндера. Меллотрон представлял собой некий прообраз синтезатора. Каждая его клавиша включала определенную магнитную петлю, на которой был записан какой-нибудь инструмент, например, скрипка, причем в заданной тональности. Надо сказать, что группе очень повезло, что Майк Пиндер работал в компании, производящей меллотроны, и был редким музыкантом, который мог обслуживать на сцене этот громоздкий, сложный и капризный инструмент. Новый альбом взамен обещанного Дворжика, безусловно, вызывал у Дека опасения, но риск оправдался. Вышедший в ноябре 1967 года, альбом сразу занял 27 место в британском хит-параде. Достоинства нового стиля и система звукозаписи были налицо. Симфонический рок доказал свою состоятельность. Вторым синглом с альбома стала очередная песня с суточным названием «Вторник после полудня». Как и Nights in White Satin, ее сочинил Хейвард. Случилось это во время посещения парка Лилиет, недалеко от города Страут, куда мать Хейварда частенько водила его с братом в детстве. По словам гитариста, песня действительно родилась во вторник днем, когда он сел в парке, выкурил забавную африканскую сигарету и предался блаженному ничего не деланию. Собственно, текст песни и передавал это эйфорическое состояние, когда звуки и красоты внешнего мира заставляют трепетать мир внутренний. Как и в случае с Nights in White Satin, альбомная версия Tuesday Afternoon была куда длиннее, да и называлась более глобально и витиевато «Вечность после полудня, вторник». На таком переименовании настоял продюсер группы Тони Кларк. Когда в 1968 году песню издавали на сингле, то старое название ей вернули, а финальную оркестровую часть вырезали. Впрочем, даже в урезанном виде песня сохранила оригинальность, сочетая в себе необычные смены мотивов и темпа.
The Moody Blues сделали все, чтобы A Simple Game, замечательную песню авторства Майка Пиндера, никто не заметил. В альбом ее включать не стали и издали только на задней, то есть неважной стороне сингла Ride My Sea Soul. Возможно, песня так бы и прозябала в безвестности, если бы не инициатива продюсера группы Тони Кларка. Случилось так, что в бывшем лондонском офисе The Moody Blues разместилась штаб-квартира американского черного лейбла Motown, музыку которого Кларк очень ценил. Поэтому, когда Лондон навестили подопечные Motown, знаменитый вокальный квартет The Four Tops, продюсер тут же подкатил к парням с предложением записать новую версию песни A Simple Game. Квартету песня понравилась, тем более, что в устах чернокожих слова про освобождение и самореализацию приобретали дополнительный смысл. The Four Tops не только записали песню в своей экспрессивной манере, но и сняли на нее видеоролик, где четверка выезжала на сцену в черном ретро-автомобиле. В 1971 году версию квартета издали на сингле, который заслуженно занял 3-е место в британском хит-параде. После этого опомнились и Moody Blues. Простую игру стали включать бонусом в переиздание альбома In the Search of the Lost Chord. Тем не менее, многие слушатели до сих пор связывают эту песню с Four Tops. Альбом «В поисках потерянного аккорда» увидел свет в 1968 году. Тогда на рок-сцене уже вовсю цвела психоделия, густо замешанная на галлюциногенах, наркотиках, причудливых мелодиях и экзотических восточных учениях. Вслед за другими группами The Moody Blues стали проповедовать духовное самопознание и просветление, которые, по их мнению, можно достичь с помощью музыки, ЛСД и трансцендентальной медитации. Финальная песня альбома так и называлась «Ом». Видимо, эта индуистская мантра и оказалась тем самым потерянным аккордом. Забавно, что сама идея о прекрасном мистическом аккорде появилась еще в 19 веке в одноименной композиции Артура Салливана. Вот только тогда этот аккорд сравнивался с христианским «Аминь». Гитарист Джастин Хейвард признавался, что во время работы над In Search of the Lost Chord музыканты действительно принимали ЛСД, но делали это очень осторожно, не позволяя эксперименту перерасти в пагубную привязанность. Настроение альбома особенно ярко отразилось в востокообразной песне Рэя Томаса «Legend of a Mind», своеобразном игривом посвящении легендарному Тимоти Лири. Этот талантливый психолог в 60-х годах пожертвовал своей карьерой, чтобы пропагандировать галлюциногены, как средство, раскрывающее ресурсы человеческой психики. Не обращайте внимания, что песня начинается со слов «Тимоти Лири мертв». Психолога, конечно, преследовали и даже сажали в тюрьму, но скончался он только в 1996 году в возрасте 75 лет. Позже Томас рассказывал, что сам Тимоти Лири как-то признавался, что эта песня больше сделала для его популярности, чем он сам. В 1969 году The Moody Blues находились на пике своих творческих сил и популярности. Об этом свидетельствует тот факт, что они смогли за год издать целых 2 альбома. Надо сказать, что группа еще в 1967 году делала ставку именно на альбомы, которые создавались как цельные концептуальные полотна, а треки нередко сменяли друг друга без разделительных пауз. В рок-музыке вообще наступила альбомная эпоха, и наиболее амбициозные группы не сильно заморачивались выпуском синглов. Вот и трек с альбома On the Threshold of a Dream никогда синглом не выходил. Зато его страстно полюбили поклонники группы. Написал и спел песню флейтист Рэй Томас, а ее название «Дорогой дневник» — это расхожее обращение в подростковых дневниковых записях, которым доверяли свои самые сокровенные мысли и тайны.
Песня представляла собой мизантропическую балладу от лица человека, который боится людей и всего того, что они творят за стенами его дома. Судя по последним строчкам, кто-то сегодня взорвал водородную бомбу, боится не зря. Inside me, yours truly, dead diary. Переходим ко второму альбому 1969 года «Детям детей наших детей». Барабанщик Грэм Эдж объяснял это название так. Человек только что отправился на Луну, и мы думали об альбоме как о капсуле времени, где запечатлены наши мысли и чувства о жизни в такую выдающуюся эпоху. На альбоме действительно господствовали космические темы и образы, правда, поданные с изрядной долей эзотерической романтики. Ярким примером этого является композиция Майка Пиндера и Джона Лоджа «Снаружи и внутри». Посыл этой песни заключается в том, что, наблюдая чудеса внешнего космоса, мы должны обратиться и к космосу внутреннему. Searching with this life of ours. You've gotta make the journey out and in. Не все космические треки были столь оптимистичны. К исключениям можно отнести песню «Цыган», самую энергичную и известную песню с альбома «Детям детей наших детей». Под цыганом здесь подразумевался астронавт, кочующий по бескрайним просторам Вселенной. По содержанию же песня отдаленно напоминала композицию Дэвида Боуи «Space Oddity». Только если у Боуи майор Том добровольно отказывается возвращаться на Землю, то герой этой песни просто потерялся в этом бесконечном царстве тьмы и холода. Следующий альбом The Moody Blues Equation of Balance был уже не столь концептуальный, как предыдущий, и затрагивал самые разные темы. Например, в песне How Is It We're Here Майк Пиндер высказывает свои опасения по поводу экологической обстановки, упоминая могучие машины, роющие земли в поисках редких металлов, и бетонные пещеры с железными дверями. Men's mighty mine machines digging in the ground, stealing rare minerals where they can be found. Непонятно почему, но жемчужину альбома так и не издали на сингле. Как по мне, у песни «Печальный человек» были все шансы стать коммерческим хитом. Это одна из самых красивых баллад в творчестве Moody Blues наряду с Nights in White Satin. И уж точно одна из самых тоскливых песен в мировой рок-музыке. Текст, звон гитары, заунывный хор, мрачные звуки мелатрона просто вытягивают из вас всю душу. Но даже в такую песню Майк Пиндер привнес долю надежды, пусть и с несколько апокалиптическим оттенком. История в ее глазах, наверное, вторая по известности песня The Moody Blues после ночей в белом сатине. По броскому гитарному рифу нетрудно догадаться, что сочинил ее гитарист Джастин Хейвард. Текст снова представлял собой смесь страха и надежды. Страха по поводу будущего и надежды построить лучший мир. Фанаты группы трактовали содержание песни по-разному. Одни считали, что это просто завуалированная лирика о любви, способной выдержать испытание временем. Другие полагали, что речь идет о конце времен, когда человечеству удастся переродиться. К сожалению, творчество The Moody Blues постепенно выдыхалось, становясь все менее и менее интересным. Например, песня «Я просто певец в рок-группе», написанная Джоном Лоджем, звучала уж слишком стандартно для этой необычной группы. Тем не менее, можно сказать, что они заполучили все золото мира. Журнал Rolling Stone обозначил их как Сикстинская капелла популярной музыки. Понятно, что при таком статусе никак не миновать распада, который произошел в 1974 году. Хотя полным распадом это не назовешь, просто команда разошлась, чтобы заняться сольными проектами. Лишь в 1978 году The Moody Blues вернулись на сцену с новым альбомом Octave. К этому времени Пиндер уже сменил знаменитый мелатрон
на более современный синтезатор. Но лучше от этого не стало. Несмотря на то, что пластинка показала хорошие результаты, лично мне она совершенно не понравилась. Тем не менее, группа успешно вписалась в звучание новой волны и вплоть до 90-х годов прекрасно себя чувствовала в чартах. Песня 1986 года Your Wildest Dreams достигла 10-го места в США, а в 1988 году фирма Мелодия сподобилась выпустить их пластинку, которая продавалась даже в киосках Союза печати. Напоследок стоит сказать, что Moody Blues еще долго радовали поклонников альбомами и концертами. Но, к сожалению, Рэй Томас умер 4 января 2018 года в возрасте 76 лет. Всего за несколько месяцев до того, как группа должна была быть введена в зал славы рок-н-ролла, на котором группа дала то, что в конечном итоге оказалось их заключительным сценическим выступлением. А 11 ноября 2021 года в возрасте 80 лет умер барабанщик Грэм Эдж. Выходцы из легендарных 60-х, они стояли у истоков рок-музыки и оставили в ней очень заметный след. Если у вас не перехватило дыхание и не появились мурашки от их песен, вам надо выбирать других кумиров. Для тех, кому это интересно, я рекомендую начать знакомство и получить несравненное удовольствие от сборника This is the Moody Blues. Я считаю, что это лучшая в своем роде компиляция.